Он начал с продажи книг из гаража, пережил крах доткомов и стал самым богатым человеком планеты. А потом взял и потратил миллиарды на космические ракеты. Как Джефф Безос превратил Amazon в империю, а детскую мечту в Blue Origin? Присаживайтесь поудобнее. Сейчас вы узнаете историю человека, который продает все, от книг до полетов в космос. Будущий создатель Amazon появился на свет в 1964 в Альбукерке, и его детство больше напоминало сценарий для мотивирующего фильма, чем жизнь типичного миллиардера. Маленький Джеффи, так его звали в детстве, с пеленок демонстрировал недюжинные таланты. В 3 года он уже пытался разобрать свою кроватку отверткой. Не потому, что злился на родителей, а из чистого любопытства. Хотел понять, как она устроена. Его приемный отец, Мигель Безос, быстро смекнул, что обычные игрушки тут не подойдут, и подарил мальчику настоящий набор инструментов. Так что к 5 годам Джефф уже вовсю крутил гайки и чинил домашние приборы. Но настоящая страсть Безоса-младшего началась с космоса. В 12 лет он прочитал книгу «Звездные числа» и заболел мечтой о межгалактических путешествиях. Вместо того, чтобы играть в бейсбол, как нормальные американские дети, Джефф строил модели ракет и даже организовал космический клуб для соседских ребятишек. Правда, когда он попытался запустить в небо самодельную ракету из переработанных труб, та благополучно взорвалась прямо во дворе. В 16 лет Безос получил свой первый бизнес-опыт. Он открыл летний лагерь для детей, назвал его «Мечтательный институт» и взял с каждого участника по $160. Программа включала научные опыты, чтение фантастики и, конечно, лекции о космосе. Правда, клиентов было всего 6, все соседские дети. Уже тогда Джефф понял, как продавать мечты. Еще в школе он подрабатывал в Макдоналдс, где, по его словам, научился главному — ненавидеть неэффективность. Видимо, именно тогда в его голове засела мысль: когда-нибудь я создам компанию, где все будет работать быстрее, чем эти чертовы фритюрницы. Но самый показательный момент его юности — это выпускной в школе. В прощальной речи Безос заявил, что мечтает построить космические отели для миллионов людей. Весь зал покатывался со смеху. Ну а кто смеется теперь, когда его Blue Origin уже тестирует туристические полеты в космос? Так что если вы вдруг думаете, что Безос просто удачливый продавец книг, то глубоко заблуждаетесь. Этот парень с детства знал 3 вещи. Космос — это круто. Бизнес — это весело. Если что-то можно улучшить, муж это нужно сделать. И как мы знаем, эти принципы довели его до самого верха. Впрочем, до Амазона и миллиардов было еще далеко. Когда Джефф Безос в 1986 вывалился из Принстона с дипломом по компьютерным наукам, Перед ним стоял выбор – стать обычным компьютерным ботаником или нырнуть в безумный мир Уолл-стрит. наш герой выбрал второе, но сделал это с присущим ему стилем, как если бы инопланетянин решил изучить человеческую систему денег. Его первая работа в телеком-компании Фител напоминала сцену из плохого фильма про офисного планктона. Представьте, 22-летний Безос ковыряется в проводах между Нью-Йорком и Лондоном. Да-да, человек, который позже запустит ракеты в космос, начинал с того, что обеспечивал связь для трейдеров, кричащих «покупаем, продаем». Коллеги вспоминают, что он мог объяснить разницу между сетевыми протоколами так страстно, что даже секретарши начинали интересоваться IT. Платили ему смешные $250 в неделю. Примерно столько же, сколько тогда получал бармен в соседнем пабе. Но именно здесь Джефф сделал гениальное открытие. Данные бегают быстрее денег. И кто ловит данные, тот ловит и деньги. В 1988 он перепрыгивает в Bankers Trust, где занимается софтом для пенсионных фондов. Здесь проявляется его одержимость эффективностью. Однажды Безос так увлекся оптимизацией кода, что просидел за компьютером 36 часов подряд. Когда уборщица нашла его утром под столом, он должно пробормотал что-то вроде: «Подождите, я почти сделал так, чтобы старички получали свои пенсии на 2 часа быстрее». В 1990-м его переманивает хедж-фонд D.E. Shaw. Здесь 26-летний Безос становится самым молодым вице-президентом в истории компании. Его работа — находить места, где можно купить дешевле и продать дороже. Именно здесь он изобретает свои фишки. Создает систему, которая сканировала тысячи финансовых показателей быстрее, чем трейдеры успевали выпить утренний кофе. Придумывает алгоритм предсказаний для Emerging Markets, который коллеги называли «хрустальный шар Джеффа». Разрабатывает методику оценки рисков, от которой у традиционных финансистов начиналась изжога. Но самое забавное — он учится мыслить как инвестор. Однажды он подсчитал, что переделка старых зданий на Манхэттене под офисы выгоднее, чем игра на бирже. Начальство посмеялось, но через 3 года, когда цены на недвижимость взлетели до небес, все вдруг вспомнили его расчеты. Золотой момент
момент именно в DE-шоу Безос знакомится со своей будущей женой Маккензи. Она пришла на собеседование, а он проводил интервью. Возможно, взять ее на работу стало лучшим кадровым решением в жизни Безоса. Впрочем, через 25 они развелись, но это уже совсем другая история. 4 года на Уолл-стрит превратили компьютерного гения в финансового ниндзя. Он научился видеть деньги там, где другие видели только цифры. Принимать решения на основе данных, а не внутреннего голоса. Пусть этот голос иногда орал что-то вроде «беги отсюда, создавай Amazon». Рисковать, но всегда иметь план Б, а также план В и план Д. Эти навыки и позволят ему позже бросить стабильную работу ради какого-то интернет-магазина книг. Лето 1994 года. Джефф Безос, подающий надежды вице-президент хедж-фонда DSO, сидит за компьютером в своем офисе на Манхэттене и изучает странную штуку под названием интернет. В этот момент происходит то, что изменит историю торговли. График показывает, что использование всемирной паутины растет на 2300% в год. Интернет — это гигантский пустой торговый центр, где еще нет ни одного магазина. А что люди всегда покупают? Книги, миллионы наименований, маленькие размеры, понятные цены. Идеальный товар для старта. Но Безос не тот человек, который бросается в омут с головой. Он составляет список из 20 возможных товаров для онлайн-продаж. От компакт-дисков до компьютерного софта. Книги оказываются на первом месте не просто так. В Америке тогда было около 3 миллионов изданий. А самый большой книжный магазин мог предложить лишь 200 тысяч. Но прежде чем бросать престижную работу, он решает проверить идею. Вместе с женой Маккензи они садятся в подержанный Chevrolet Blazer и едут в Калифорнию. Цель — ежегодная конференция книгоиздателей, где Безос хочет понять, как устроен этот бизнес изнутри. В Сиэтле, куда они в итоге переезжают, Безос арендует дом с гаражом. Именно там, среди коробок и компьютерных проводов, 5 июля 1994 года регистрируется компания Cadabra Inc. Но когда адвокат путает его с кадавр, true по-английски, Джефф срочно ищет новый вариант. В итоге останавливаются на Amazon, в честь самой большой реки мира. Мол, и мы будем самыми большими. Первые сотрудники думали, что название связано с амазонками, и предлагали логотип с женщиной-воительницей. Первый офис — гараж, конечно же. Первый сервер стоил $30 тысяч. Пришлось продать акции. 16 июля 1995 года сайт открывается для публики. Первая продажа — книга Fluid Concepts and Creative Analogies об искусственном интеллекте. Купил ее сам Джефф, чтобы проверить систему. Второй заказ сделал программист из Калифорнии. Тот даже не подозревал, что покупает книги у гаражного стартапа. А самое смешное, первые недели сотрудники сами возили книги на почту в детских колясках. Денег на грузовик не было. Так началась история Amazon. Но до того, как компания станет всемогущим онлайн-монстром, пройдет еще много лет. Конец 90-х. Интернет-компании росли как грибы после дождя, а их акции взлетали так быстро, что инвесторы забывали, что такое гравитация. Это был настоящий доткомовский пузырь. Представьте, будто все вдруг начали скупать воздушные шарики по цене золота, просто потому что они красивые. Компании с приставкой .com получали миллионы инвестиций, даже если их бизнес-план был написан на салфетке. В этом безумном карнавале Amazon был королем. К 1999 году капитализация компании достигла $36 миллиардов, хотя прибыли, какой прибыли? Мы же строим будущее. Безос раздавал скидки направо и налево. 30% на книги, бесплатная доставка. Купи одну, вторую в подарок. Это как если бы магазин продавал мороженое $1 за порцию, а себестоимость была $2, в надежде, что когда-нибудь объемы все окупят. Классическая стратегия: терпи убытки сейчас, чтобы заработать потом. Проблема была в другом. Инвесторы начали понимать, что потом у многих доткомов так и не наступит. 10 марта 2000 года пузырь лопнул с таким треском, что его было слышно даже в сиэтлском гараже, где начинался Amazon. Индекс NASDAQ — это как градусник для технологических компаний, куда входил и Amazon, рухнул на 78% за год. Компании одна за другой закрывались, оставляя после себя только модные офисы с пуфами и долги. Пиццерии около бывших офисов доткомов начали банкротиться. Некого было кормить. Amazon не просто упал, он рухнул с $93 за акцию до 6. 94% капитализации испарились, как утренний туман над Сиэтлом. Аналитики хором предрекали Безосу конец. Особенно веселились конкуренты из Barnes & Noble. Мол, мы же говорили, что книжки надо в нормальных магазинах продавать. Но тут проявилась гениальность Безоса. Пока все паниковали, он сделал 4 хода, которые спасли компанию. Жесткая оптимизация. Уволил 1300 сотрудников, 15% штата. Закрыл неперспективные склады в Джорджии и Северной Дакоте, сократил маркетинговый бюджет вдвое. Стратегическое отступление. Временно отказался от мечты продавать все подряд, сосредоточившись на книгах
книгах, CD и DVD. В тех товарах, где у Amazon уже была репутация. В. Гениальный финансовый маневр в разгар кризиса нашел $2 миллиарда инвестиций, убедив кредиторов, что Amazon последний выживший в дотком-апокалипсисе. Г. Технологичная перезагрузка автоматизировал склады, внедрив новую систему учета товаров, что сократило издержки на 30%. К 2003 году Amazon впервые показал прибыль целых $35 миллионов. Смешные деньги по нынешним меркам, но тогда это был триумф. Безос не просто выжил. Он вышел из кризиса окрепшим, как боксер после хорошего нокдауна. А потом случилось самое интересное. Освободившись от доткомовской лихорадки, Джефф понял, теперь можно реализовать тот самый план по захвату мира. Только теперь с холодным расчетом и железной дисциплиной. Интересный факт. Те самые акции Amazon, которые в 2001 году стоили $6, сегодня оцениваются в 3 с лишним тысячи. Вот что значит переждать бурю и иметь железные нервы, как у Безоса. Джефф Безос не собирался останавливаться на книгах. У него был план покруче, чем у злодея из фильма про Джеймса Бонда. Только вместо атомной бомбы он использовал кнопку «Купить сейчас». В 2003 году, едва оправившись от кризиса, Безос делает ход конем, там запускает Amazon Web Services. Через 10 лет эта мелочь будет приносить больше прибыли, чем весь розничный бизнес Amazon. Представьте, вы открываете книжный магазин, а потом незаметно становитесь владельцем электростанции, которая питает пол интернета. Но настоящий гений Безоса проявился в 2005, когда он придумал Amazon Prime. Всего за $79 в год бесплатная доставка, да, кричала реклама. Конкуренты ржали. Они же разорятся. А Безос тем временем подсчитывал, как подписчики Prime начинают покупать в 5 раз чаще. Это как если бы кинотеатр продавал абонементы, а потом обнаружил, что зрители заодно скупают весь попкорн в радиусе километра. В 2007 на свет появляется Kindle. Электронная книга, которая должна была убить бумажные издания. Сегодня на Kindle читает каждый третий американец, а Безос, кажется, знал это с самого начала. Но настоящий захват мира начался, когда Amazon полез во все отрасли сразу. В 2014-м голосовой помощник Alexa. Она же не понимает мой акцент, переживали пользователи, но все равно покупали. В 2017-м покупка Whole Foods за $13,5 миллиардов. В 2018-м сеть магазинов без касс Amazon Go. Воруй сколько влезет, шутили скептики, пока система не начала ловить воришек лучше любого охранника. Секрет успеха? Безос всегда играл в долгую. Когда другие компании гнались за квартальной прибылью, он вкладывал миллиарды в N. Склады-роботы, у которых, в отличие от сотрудников, не бывает похмелья, плохого настроения и человеческого фактора. Системы доставки, способные привезти зубную пасту быстрее, чем вы допьете кофе. Искусственный интеллект, который знает, что вам нужно, еще до того, как вы это осознаете. К 2020-му Amazon стал тем самым магазином всего, каким его задумывал Безос. Но самое интересное, что пока все восхищались его бизнес-гением, Безос уже смотрел в космос. Ведь какой смысл захватывать мир, если нельзя захватить еще и парочку планет? Когда у тебя больше денег, чем можно потратить за 10 жизней, остается два варианта: купить остров и пить коктейли до конца дней, или построить ракету и улететь на ней. Джефф Безос, как вы уже догадались, выбрал второй вариант. В 2000 году, когда Amazon едва оправился от доткомовского кризиса, Безос тайно зарегистрировал Blue Origin. Название — намек на голубую планету Земля, от которой он так мечтал оттолкнуться. Пока все думали, что он занят доставкой книг и DVD, Джефф в свободное от бизнеса время проектировал космические корабли. Первые испытания выглядели забавно. Ракета New Shepard подпрыгивала на несколько километров и падала обратно, как мяч. Это же просто игрушка, смеялись конкуренты из SpaceX. Но Безос методично совершенствовал технологии, тратя по $1 миллиард в год из собственного кармана. В 2021 Безос наконец полетел в космос. 11-минутный полет обошелся ему гораздо дороже, чем отпуск на Мальдивах. Самый богатый человек мира купил билет в невесомость, гласили заголовки. Критики ехидничали. Зачем тратить миллиарды на космос, когда на Земле столько проблем? Но Джефф видел дальше. Его мечта — миллионы людей, работающих в космосе. Фабрики на орбите, колонии на Луне. Мы уничтожаем Землю, а нам нужен запасной аэродром, говорил он. Смешно? Возможно. Но ведь и про интернет-магазины в 90-х тоже смеялись. Так что же мы узнали из истории Безоса? Мечтать полезно. Мальчик, собиравший модели ракет, стал тем, кто эти ракеты строит. Кризис — это возможность. Amazon выжил в доткомовском крахе и стал сильнее. Думай на 10 лет вперед. Пока другие продавали книги, Безос строил империю. Деньги — не цель, а инструмент. Когда их стало много, он просто сменил масштаб. Сегодня акции Amazon стоят как 350 Биг Маков за штуку. Blue Origin конкурирует с NASA, а Безос, он все еще в начале пути. Ведь космос большой, а самые интересные стартапы впереди.